Привет, Коттон! Сегодня я буду твоей юночкой. Вижу, ты решил провести этот Хэллоуин перед компьютером, а не переодеваться в дешевые костюмы и бегать по соседям своей девятиэтажки, которые с непониманием на тебя посмотрят и вместо конфет дадут тебе дверью по морде. Поэтому усаживайся поудобней, ведь сегодня мы поговорим про городские легенды из истории видеоигр. Игровая культура полна на свои локальные истории ужасов, появившихся на страницах форумов, старых игровых журналов и в залах аркадных автоматов. Многие из них, если не все, ложь, но есть и те, от которых бегут по спине мурашки. Сегодня я расскажу вам несколько самых известных и знаковых городских легенд, связанных с видеоиграми. Однако Каджит не просто попытается погрузить вас в атмосферу каждой истории, но и посмотрит на нее критически, разнюхивая своим носом, откуда та или иная легенда взялась. Ставьте свечку в тыкву, и мы начинаем. Представьте, вам 12 лет, и вы обычный американский школьник из 80-х, пришедший поиграть в зал аркадных автоматов. Спустя 2 часа вокруг вас собралась толпа, наблюдающая за тем, как вы прорываетесь сквозь низкополигональных врагов к главному боссу из последних сил и побеждаете его. Все сопливые друзья-молокососы поздравляют вас. Вы вводите в таблицу результатов свое имя, чтобы увековечить рекорд. О боже, какой прекрасный день! Нажимаете «Вот», как вдруг в груди раздается резкая боль, во рту пересыхает, и вы падаете, пораженные сердечным приступом, увидев перед смертью надпись «Берсерк». И нет, это не проделки злобных агентов КГБ. Берсерк Аркада-убийца – это самая страшная игровая легенда в индустрии, пришедшая к нам из аркадной эпохи. Берсерк была популярным аркадным шутером, где вы ходили по лабиринту, наполненными роботами, и отстреливали их. Игра также известна своим главным боссом злым Отто, похожим на обычный смайлик. Пусть его внешний вид не обманывает вас, ведь он считается одним из самых сложных боссов в истории аркад, а еще он ответственен за смерть 3 людей. В 1980 году 17-летний Джефф Джейли пришел в зал аркадных автоматов в городе Колумен, штата Иллинойс. Он подошел к Берсерку, опустил монету и начал играть. Преодолев злого Отто и набрав 16 660 очков, он начал вводить свое имя, как вдруг упал замертво от остановки сердца. Это был первый известный случай смерти от игр. Следующий инцидент описывает журналист Саймон Паркин в своей книге «Смерть от видеоигр». В 1982 году в тот же аркадный зал вошел 18-летний Питер Бурковский, симпатичный молодой парень, который хотел быть врачом, а также был талантливым аркадным игроком. Он пошел к автомату Берсерк и играл в него 15 минут, после чего ввел свое имя в строку рекордов, сделал 4 шага в сторону другого автомата, опустил монету и упал, скончавшись от инфаркта. Третий случай вообще странный, и если ваша кирпичная фабрика заработала, то подбавьте накала. Эдвард Кларк, которому стукнуло 14 лет, вошел в тот же зал аркадных автоматов, подошел к тому же самому игровому автомату с берсерком и увидел лежащий четвертак. Он опустил монету и начал играть. Спустя какое-то время к нему подошел 16-летний местный гопарь с говорящим именем Педро Робертс и сказал, что это были его деньги. Завязалась драка, которую разнял хозяин заведения. Позже стало известно, что Роберт с друзьями подкараулили Эдварда, затащив его на задний двор зала и дважды ударили его ножом. Так неужели дьявольский автомат забрал 3 жизни? Нет, всего 1, да и тут он ни при чем. Дело в том, что единственный погибший был Бурковский, и именно его смерть считается первой в истории, связанной с играми. Этот парень действительно умер перед автоматом, как и описывал Саймон Паркин. Об этом даже писали в новостях. Сам дизайнер Берсерка Алан Макнейла давал комментарий на эту тему журналу Retro Gamer в колонке «Охота на гуманоидов». Он рассказал, что у парня были проблемы с сердцем, и, предположительно, он умер, переволновавшись. А вот 2 остальных случая – просто городская легенда, и никаких 2 других жертв просто не существовало. Следующий случай, увы, не такой однозначный, и говорить наверняка мы не можем. Есть легенда, что была игра, и популярности с ней не могли сравниться другие. К автомату выстраивалась долгая очередь бледных, будто зомбированных подростков. Играя все больше и больше, у них появлялись ночные кошмары, амнезия, головокружение и, в конце концов, желание совершить Роскомнадзор.
Этот автомат появился так же неожиданно, как и исчез, оставив за собой след из детских болезней и смертей, и имя ему Полибиус. Что ж, звучит интригующе. Каджит должен занюхать это дело, ведь вряд ли эта игра будет хуже последнего Fallout 76 или Андромеды. По легенде, автомат Полибиус был завезен в один из аркадных залов в пригороде Портленда. Он был черный, без каких-либо надписей, с одним стиком и кнопкой. По геймплею игру описывали как довольно заурядный космический шутер по типу Tempest. После партии геймеры чувствовали помутнение, тошноту, судороги, головные боли, ночные страхи, и в некоторых случаях сообщалось, что они совершали Роскомнадзор. Также сообщалось, что возле автоматов постоянно видели каких-то странных людей, одетых в черное, обслуживающих его. Некоторые считают, что этот автомат был правительственным экспериментом по контролю сознания. Спустя месяц Полибиус исчез. Но вы поняли, люди в черном и прочая конспирологическая хрень. На самом деле, ноги у этого мифа растут как раз из прошлой истории. Плюс добавьте сюда и то, что игру пытались соотнести с реальной программой по контролю сознания МК Ультра. Но каких-то доказательств, что такая игра существовала, просто нет. Сама история появилась в 2000 году, без каких-либо подтверждений. А хоть автомата, скорее всего, и не существовало, в культуру он вошел довольно-таки плотно. Многие воссоздавали Полибиус сами, и даже Симпсоны не обошли этот миф стороной. В 2003 году историю распространил журнал ProGamer, а в 2006 некий Стивен Роуч сделал заявление, что он один из соавторов игры. И в погоне за графикой они случайно сделали так, что у людей случились приступы эпилепсии. Но опять-таки, все это бездоказательно и с кучей белых дыр. А как известно, писать в интернете сенсационные факты – это как для макаки кидаться дерьмом. Шума много, а сути не меняет. И вот мы подошли к одной из самых вкусных легенд своего времени. Кто-то называет эту игру величайшей мистификацией в истории игр, но, как мы знаем, это не так. Хотя уже на ее примере мы можем увидеть, как одна легенда перетекает в новую, вдохновляя на творчество и развиваясь в интернете. Наступила новая цифровая эпоха городских легенд, которые ранее рассказывались лишь у костра. Игровой аналог самоуничтожающейся книги Агриппы «Killswitch» – критический комментарий на диктатуру Советского Союза. По легенде, Killswitch рассказывала о девушке по имени Порта, которая просыпается в заброшенной угольной шахте и должна выбраться из нее на поверхность. Игра была выпущена некой Carvana Corporation в количестве 500 копий в 1989 году. Они заявили, что больше не будут печатать новые тиражи и точка. Визуально Killswitch выглядела серой с редким появлением красного цвета в игре. Предположительно, шахта находилась в Чешской Республике, о чем свидетельствует саундтрек, напоминающий мотивы чешской национальной музыки. Играли мы не только за Порта, но могли и выбрать также Призрака Гаста. Геймплей отличался, и если играть за Порта, это классический point-and-click по типу King's Quest, где мы искали части бобины для магнитофона и разгадывали загадки. Геймплей за Гаста был, как вам сказать, его не было, так как он призрак. Гаст не был виден на экране, соответственно, управлять можно, но невозможно, ведь ты не видишь, чем управляешь. Как правило, люди играли за Порта и застревали на загадках, порой лишенных логики. Им помог разгадать их человек, назвавшийся Порта 881, разместивший на доске объявлений Колумбии ответы. Он представился сыном одного из разработчиков, которому отец перед смертью поведал секреты игры. Так игроки смогли узнать, что руководство этой шахты подделывало сведения о высокой смертности работников, чтобы оправдать низкую продуктивность. После этого в шахту направлялись инспекторы в красных костюмах, которые пронзали и резали в наказание рабочим суставы рук и ног, если те плохо работали. И все эти картины насилия показывали нам, игрокам. Также люди смогли преодолеть последнюю загадку и пройти игру, после чего она удаляла сама себя. Разработчики выпустили пресс-релиз, в котором утверждали, что они хотели сделать историю Порта и ее влюбленного Гаста неповторимой, поэтому она удалялась, чтобы в нее не могли переиграть. Люди начали искать копии игр, желая пройти ее за Гаста и раскрыть все тайны.
И вот, в 2005 году Ямамото Рючи купил игру за бешеные деньги на аукционе и начал выкладывать видео с прохождением игры Загаста. Сохранилось лишь одно, где он сидит и смотрит в камеру и плачет, а на заднем плане виднеется экран выбора персонажа. Так что же это было? Обычная мистификация и крипипаста? Дело в том, что эта история является байкой, придуманная Кэтрин М. Валенте. Она написала ее на одном из форумов, а сообщество разнесло легенду, значительно изменив смысл. В 2013 году писательница выпустила сборник рассказов «Melancholy of Mecha Girl», где была как раз полная история Killswitch. Если у вас The Legend of Zelda ассоциируется со смертью, преследованием и психозом, скорее всего, вы либо презираете продукты Nintendo, либо хоть раз слышали историю о Бене-утопленнике, который поселился в глубине картриджа The Legend of Zelda Majora's Mask, и вас постигла прискорбная судьба. Не так ли? В 2010 году на 4chan появился пользователь с ником Джудасебли. Он рассказал, что купил на гаражной распродаже картридж для Nintendo 64 The Legend of Zelda Majora's Mask, на котором было сохранение, названное Бен. Он также записал свое прохождение на видео. Когда он запустил игру, то понял, что что-то тут не так. В игре отсутствовали персонажи, музыка играла задом наперед, а время от времени звучал смех продавца масок, а сам Линк ходил со сломанной спиной. Геймер решил утопить героя, как вдруг экран замигал, появился улыбчивый продавец масок, а также страшная улыбающаяся статуя, изображающая Линка, а после смерти появилась надпись: «Вас постигла прискорбная судьба, не так ли?» В один момент прохождения игра зависла, экран замигал, продавец масок и статуя Линка повернулись к экрану и начали смотреть на Джудасебли. После этого он удалил файл прохождения, но он вернулся, и вместе с ним еще и второй под названием «Утопец». Позже он начал выкладывать другие пугающие видео, где его преследовала статуя, которую он окрестил Беном. И вот, на финальном уровне на Луне Джудасебли подошел к дереву. Экран замигал, и появилась статуя. Она резко двинулась в сторону геймера, замерла, а потом снова двинулась. И тут игра закончилась надписью: «Бену становится скучно. У вас будет еще один шанс начать все заново». Закончилось все тем, что Джудасебли выложил текст The Truth, где рассказывал, что Бен изменял его записи на форуме, и иногда сам играл в игру и постоянно пытался проникнуть с диск-картриджа в реальную жизнь геймера. В итоге пользователь пропал. Последнюю запись выложил его сосед по комнате, который сказал, что Джудасебли сбежал, чтобы спастись. Наложили в штаны мои Pussycat? Так расслабьтесь, ведь эта история была придумана студентом-экономистом Алексом Холлом во время зарождения крипипаст. Он придумал ее как современную вариацию «Байки у костра», писал под фейковым именем, а также взломал игру при помощи эмулятора и получил доступ ко всем скриптам. Так он и создал ужасные эффекты. История стала культовой, и о ней говорили многие игровые и обычные СМИ. Алекс даже рассказывал, что люди писали ему о том, что она изменила их жизнь и вдохновила писать самим. Сам же Алекс вдохновился, не поверите, Killswitch, но у каждого фэндома есть и темная сторона. В декабре 2016 года Холл узнал о 12-летней девочке по имени Кэтрин Дэвис, которая транслировала свое Роскомнадзор на LiveMe. У Дэвиса была тяжелая семейная жизнь. Согласно ее блогу, она обвинила семью в жестоком обращении, нападении и попытке изнасилования. Также она была поклонницей Бена-утопца. Как оказалось, Дэвис была влюблена в кого-то, утверждающего, что он настоящий Бен, и уже пыталась наложить на себя руки, так как испытывала к нему неразделенную любовь. Холл сказал, что не чувствует своей вины, так как если бы не его история, скорее всего, такой человек мог бы покончить с собой по другим причинам.
Ты проснулся? Ну ты, Соня, всю резню в Марвинде пропустил. И вот мы подошли к истории про родные для души гаджеты Земли. Это история о зловещей моде для Марвинда. В 2013 году появился мод Marvin JVK 1166. Первое время люди считали, что это вирус, ибо при запуске игры с ним он удалял все сохранения. Позже комьюнити поняли, что его нужно просто открывать через DOSBox. Это программа, которая помогает запустить старые игры на новом железе. Оказалось, что NPS, фигурирующие в квестах, мертвы. Кроме того, вы обязаны постоянно двигаться, ибо если не будете этого делать, ваше здоровье понемногу начнет падать. Со временем игроки поняли, что причиной этому странное существо, которое прозвали Ассасин. Вы могли видеть его после своей смерти, или же прячущимся за углами, либо ползущим по стенам. Выглядело существо как темное нечто аморфное с изогнутыми конечностями. Еще один жутковатый элемент – все оставшиеся персонажи, выходившие по ночам на улицы и просто стоявшие там. Если заговорить с ними, то все, что они вам скажут, это «смотри на небо». Появилось в игре и новое подземелье, прозванное «Подземелье с картинками». Там стояло много рамок, в которые загружались рандомные изображения из папки «Мои рисунки» на вашем ПК. Особенно смешно было, когда в папке хранилось порно. В конце подземелья была запертая дверь. Никто и никогда не публиковал доказательств того, что они выяснили, как ее открыть. Но есть несколько историй о тех, кто пытался. Один игрок утверждал, что после череды действий ассасин начинал жутко орать, а потом атаковать персонажа. Этот геймер стоял перед дверью 3 дня, в надежде, что она наконец откроется, а от сна его вечно будил тот самый крик. Парень утверждал, что дверь не открывалась, но ассасин поселился в его квартире. Он следил за ним, и стоит ему начать засыпать, как тот начинает орать и пытаться его убить. Доказательств того, что мод вообще существует, нет. Да и к тому же вряд ли будут те, кто способен перенести целый Марвин в DOSBox по приколу. У нас вон целая группа модеров с переносом игры на движок 5-го Скайрима лет так 5 трахается. Скриншотов мало, большинство из них подделки, а сам мод, если вы его установите, просто не запускается. Не так давно Microsoft заявили, что никаких связей между Маркусом Персоном и Minecraft после продажи игры нет и быть не может. Однако наша последняя история напрямую связана как с игрой, так и с творцом, ведь по словам любителей кубического мира, Ночь, как еще его называют Персона, оставил в игре кое-что личное, преследующее игроков, а именно Херобрина. Однажды на форуме по Майнкрафту в далеком 2011 году появилась запись одного игрока, рассказывающая о таинственной встрече. Он занимался крафтом возле верстака, как вдруг услышал шаги позади себя. Он пытался разглядеть в тумане, кто шастал там, но не мог, ведь дальность прорисовки на его плохом железе не позволяла ему сделать этого. Он побежал за существом, полагая, что это корова. Корову он действительно нашел, но когда убил ее, поднял голову, перед ним вплотную стоял персонаж, который был точной копией главного героя, только с белыми пустыми глазницами. Он смотрел на игрока, а потом убежал. Парень долго пытался найти этого персонажа, но не мог. Другие также рассказывали о подобных встречах. Его прозвали Херобрин. Как-то появилась информация, что Маркус Персон ввел этого персонажа в игру в память о своем брате Херобрине. Как-то тот не вернулся домой, и Маркус, кодивший всю ночь, начал волноваться, как вдруг раздался звонок из больницы. Брат попал в автокатастрофу. Прилетев как пуля в больницу, он нашел своего брата в ужасном состоянии. Он бормотал себе что-то под нос, а глаз не было, так как он лишился их во время аварии. Вернувшись домой, дабы взять вещи брата, раздался второй звонок. Херобрин только что умер. Персон сел на диван и замолчал. После этого случая люди и стали видеть существо с белыми глазами в игре. Что ж, недавно руководительница Minecraft Хелен Чан рассказала, что средний возраст их игроков 24 года. Вау, ну и новость, скажете вы.
Но вам не нужно быть 24-летним создателем детского контента по Майнкрафту на YouTube, чтобы разоблачить эту байку. Персон уже говорил, что это бред, у него вообще никогда никакого брата не было, тем более умершего. К тому же проблема прорисовка дальности в Майнкрафт звучит как бред. А на этом заканчивается путешествие в сумеречную зону. Пишите, какие страшные истории и крипипасты про игры знаете вы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и лапкой бейте в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с Каджитом. Не?